Всем привет, друзья! С вами снова я, Роман Артамонов, и сегодня мы поедем на производство металлоконструкций и поговорим с человеком, который взял этот бизнес в аренду и уже работает 6 лет и неплохо на этом зарабатывает. Я думаю, видео будет интересным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Поехали! Деньги текут к нам легко и свободно, деньги текут к нам со всех сторон. Деньги текут к нам легко и свободно, деньги текут к нам со всех сторон. Друзья, всем привет! Сегодня мы в гостях у нашего партнера, который изготавливает для нас металлоизделия, не только для нас, но и вообще всю Россию поставляет этими металлическими изделиями. Юля. Юль, скажи, пожалуйста, самый первый вопрос. У меня просто не укладывается в голове, почему именно металл? Вот в моем понимании металл и женщина – это вообще несовместимые вещи. Как ты бы Да сюда все пришла? совместимо на самом деле, все совместимо, ничего сложного нет. Просто металл он получился случайно, он не то чтобы случайно, мы искали, я думала, какой бизнес вести после того, как ушла в декрет, работала в Москве, там 6 лет, и все, думаю, больше не хочу я туда ездить, и надо где-то возле дома работать, что-то для себя открывать, и искала там салоны красоты, думала вот это, детские сады, там магазинчики цветов, но отклика не было, а как только мужу предложили производство металлоизделий взять в аренду, у меня сразу же как бы загорелись глаза, и я говорю, давай брать. Ну, почему именно металл? Я не пойму. Если... Нет, не то потому, что просто вот как-то металл, я в этом очень хорошо разбиралась. Нет, я вообще по профессии инженер-технолог хлебобулочных изделий и кондитерских изделий. Просто вот предложили, и, понимаете, неважно, чем ты управляешь, где ты работаешь, какой коллектив, чем он занимается, этот коллектив. Главное, желание работать, и я разбиралась в этом долго, я сама тоже не понимала, что такое там профильная труба, что такое кругляк, что такое листы холоднокатанные, горячекатанные, я в этом вообще не разбиралась, но Все приходит с опытом, все приходит, да. А скажи, пожалуйста, вот я сейчас ходил по твоему производству, у тебя в основном работают мужчины, и одна девочка-маляр. Скажи, вот как тебе удается с мужчинами справляться? Ну, наверное, не секрет для производственника и для тебя тоже, что на производстве самый важный человек – это начальник производства. Если начальник производства – это человек, которому ты доверяешь полностью, и он хороший организатор, то тогда просто половина успеха гарантирована. Неважно, то есть управлять мужчинами или женщинами вообще не имеет значения, я не вижу разницы. Хорошо. Сколько вы уже на рынке? Но мы 6 лет на рынке, но это производство, оно уже лет 20. А где берете заказ? Когда мы сюда пришли, с старого производства были заказчики, но потом мы немножко переквалифицировались, мы занимались больше для ресторанов, каркасы делали, и мой муж, он занимается мягкой мебелью, то есть он мой еще основной заказчик. И, конечно же, он уже много лет в сфере именно ресторанного бизнеса работает, именно мебель делает для ресторанного бизнеса. Он сарафанное радио, то есть его знают на рынке, и этот рынок не такой уж и большой, все друг друга знают, и поэтому… То есть, получается, у вас в основном это сарафан? Да. На сегодня да. С сайта есть заказы? Сайты тоже есть, да. Вы ведете Хотелось соцсети? бы больше. Соцсети тоже стараемся вести. Я вела, немножко потом утихла. Надо… У меня есть желание активно этим заниматься. Ну, работа есть всегда? Да. Но в основном нет. Хотелось бы больше. Вы работали в пандемии? Да, мы делали каркасы. Мы делали каркасы для ковидных больниц, для коек. Для диванов, коек, в общем, мебель делали для них.
есть работа у вас всегда была, даже, можно сказать… Ну нет, конечно, не весь цех работал. Вот, например, токарный участок, он полностью, у них не было работы. А то есть не все. заказов по сравнению, вот если мы уберем 2020 год, потому что он как бы, понятно, что год пандемии, 2021 год возьмем и 2019. Сейчас заказчиков больше, столько же или меньше? Нет, кто-то ушел, кто-то новый пришел. Нет, не больше. Ну, может быть, так же, может быть, меньше. Ну, то есть кто-то закрылся, кто-то не работает, а кто-то новый пришел. Ну, у вас, получается, бизнес – это бизнес для бизнеса. Да, бизнес для бизнеса. B2B, то есть, получается, я как обычный клиент, я не могу сюда прийти и что-то там заказать, какое-то подспорье, нет? Нет. Какое оборудование нужно для того, чтобы начать заниматься металлическим бизнесом? Вот это вот оборудование, которое у тебя стоит, его, ну, в принципе, достаточно, мало, или можно начать там вообще как-то… Конечно, можно Да. начать вообще, если ты чем-то хочешь, если вообще тебе нравится металл, потому что есть люди, которым нравится именно вот металл, запах металла. Между прочим, Есть такие моему зачем? мужу нравится запах металла, как заходит, много, я балдею, говорит. Но я не могу сказать, что мне нравится, но у меня каждый день одежда вот к вечеру пахнет немножко металлом. Такой специфический аромат. Если тебе нравится металл, то достаточно сварочный аппарат, болгарку, гараж и вперед. Музон, да? Колоночку для музыки, для настроения и желание работать. Все, это больше… То есть стоимость вхождения там, я так понимаю, от 100 тысяч там и нескольких миллионов. Конечно, конечно. Если у тебя есть заказы, которые ты, например, какие-то крупные государственные даже заказы, да, ты можешь, у тебя они есть, и ты знаешь, что точно ты будешь их выполнять, то ты можешь взять дорогостоящее оборудование и шикарно выполнять любой заказ. Ну, можно просто потом выполнить заказ и закрыться. Просто Да, видишь, как бы. можно и так. Поэтому дело такое. Но это дело именно про денег срубить, или же все-таки это реально вот бизнес, где нужно трудиться, где нужно стараться, где ты приходишь не Мне для того, кажется- чтобы заработать, а для того, чтобы, потому что у тебя душа лежит. Конечно, душа лежит. Если бы душа не лежала, я считаю, что люди, которые хотят срубить, они занимаются куплей-продажей. Они только и занимаются тем, что здесь купил подешевле, там продал подороже. Они купили у нас есть такие заказчики, которые у Просто нас перепродали. купили, Да. там продали. То есть они себя выдают за производственников, а нам какая разница, кому продавать. Ну, то есть бизнес – это не история не про то, чтобы срубить бабла, правильно? Нет, но про нее тоже. Нет, это- Конечно, а как же, всем же хочется хорошо отдыхать, хорошо, вкусно понятно. кушать. Сколько здесь можно заработать? Вообще, я считаю, что вот нет предела абсолютно. Ну, конечно, начинается все с нуля, В месяц, например, можно заработать 200, 300, 500 тысяч? да можно и больше. Это только от тебя зависит, от твоего желания заработать. То есть потолка нет, вот как многие говорят, там типа есть потолок, там вот больше там 5 миллионов не прыгнешь, это Да сами я- себя не ограничивают. получается. Конечно, я считаю, что каждый человек только сам себя и ограничивает вообще в своих убеждениях. Мы сами себя ограничиваем. И только это причина тому, что ты не можешь зарабатывать. У тебя куда-то делись клиенты. Когда у меня уходят какие-то клиенты, и не то чтобы уходят, а они что-то не заказывают какое-то время. Думаю, да, плохо, Юля, работаешь. Скажи, одна из проблем в бизнесе – это набор персонала. Как ты вообще с этим справляешься? Ты выращиваешь сама, ты набираешь специалистов. Это очень сложный вопрос. Это действительно такой сложный сложных. один из сложных вопросов, потому что настолько все зависит от персонала, все быстро, качественно, это вот все исключительно от персонала зависит. И чтобы найти хороших специалистов, надо их искать все время. С токарями, знаете, какая сложность вообще? А их просто нет, их сейчас даже не обучают. Но это профессии получается, вот я как бы на своем примере тоже могу привести пример, что эта работа, она просто не ценится, этой. потому Не что ценится, да. тебе приходится работать просто с грязью, можно так сказать. Да, Ты да. просто, можно сказать, из какашки, да, делаешь конфетку. Ну да, так и есть. Грубо выразиться. Да. Поэтому люди не хотят идти на производство. Как же мы будем справляться тогда? Ну, как мне мама говорила,
учись, иначе будешь полы мыть, иначе будешь это, иначе будешь У то. нас не одна мама была. Иначе брату она говорила, иначе будешь коров пасти. О. То есть, но все равно не все же учатся. Есть люди, которые любят, ну не всем нужно работать умственно. Кому-то кого-то нужно работать душа, да, физически, конечно. Поэтому я думаю, что никуда никто не денется. Тут главное, насколько мы стимулируем работников, насколько мы им хорошую, достойную оплату труда предоставляем. То есть от этого зависит. Юль, скажи, пожалуйста, с какими сложностями ты столкнулась, занимаясь таким металлическим бизнесом? Я даже не припомню, я их забываю быстро. Но сложности, да, они всегда бывают. Они бывают в основном сложности человеческий фактор. На производстве это всегда человеческий фактор. Если кто-то что-то там забыл, я даже могу сама забыть, ну, что поделаешь, все мы люди, плохо сделал, где-то вот неправильно приварил, быстренько меняем, везем туда-сюда. То есть, ну, это какие-то вопросы, это не сложности, это просто вопросы, которые надо решать. Сказать, что прям вот прям сложности, ну, я не люблю называть это сложностями, я люблю называть это вопросы, которые надо решать. Хорошо, вот вопросы. Как ты справляешься с вопросами, когда, например, даже со стрессовыми ситуациями? Стрессовые? Да, когда, например, у тебя с заказчиком какие-то произошли трения. Я хожу да? в баню каждую среду. Понятно. Нет, а кроме вот на производстве, вот у тебя, получается, произошел какой-то конфликт с заказчиком, да? Там, вот я попервой, я даже не знал себя, как вести. Вот у нас было так, что там был голова аж трясется, глаз трясется там. Да, везде. да, конечно. И вот как с этими стрессовыми ситуациями справляться, потому что ты понимаешь, что... Дышать. Дышать? Как мне... Может, не обращать внимания, да? Нет, ну как не обращать внимания, если к тебе претензии предъявляют, ты не можешь не обращать внимания, ты просто сохраняешь спокойствие. Но это спокойствие все равно, да, снимать стресс нужно обязательно. Спорт, баня, что еще там, общение с друзьями, музыка хорошая, чтение книг, путешествия, ну, конечно. Скажи, пожалуйста. Главное вовремя отдыхать. Я считаю, что вот если ты плохо отдыхаешь, то и ты плохо работаешь. Потому что есть люди, которые вот трудоголики по жизни. Они работают. Есть такие у меня заказчики. Но в итоге организм дает слабину в какой-то момент. Но Да, мне в кажется, какой-то надо момент. отдыхать. В этот момент ты пошел все к черту. Да, ты можешь просто, сейчас скажу, перегореть этим. И все. И все, и в бизнес до свидания. Поэтому, мне кажется, когда планомерно все идет, оно идет потихоньку вверх. У меня есть знакомый такой, который ему так надоел бизнес, что он, когда говорит, со мной общался, он говорит: Ром, я честно, я даже, говорит, не хочу ехать на производство, потому что пусть оно все там сгорит, к чертям собачьим. Вот реально, я говорю: да подожди, так, Саня, нельзя же так говорить. Я говорю: блин, потому что человек перегорел. Он продал. Он Да. реально продал. Ему так все надоело, вот эти все сложности, взаимоотношения с клиентами, взаимоотношения... Значит, он очень много работал и не отдыхал. Да, когда ты не перезагружаешься, у тебя просто срывает мозг. Да, всё. да, это 100%. Я сама думала, что я вообще по жизни немножко трудоголик, но у меня хороший учитель рядом, мой муж, он говорит: Юль, так нельзя, перегоришь. Так как у нас канал о бизнесе, Давай. посоветуй, пожалуйста, людям, которые вот хотят начать свое производство, как им не выгорать, как им там перешагивать какие-то трудности. У тебя есть какие-то советы? Вот что ты им можешь посоветовать, чтобы они, когда я посмотрел, да, я с этим согласен, я этого не знал, вот сейчас я это буду применять, и все у меня получится. Ну, не могу сказать, что вот есть прям какой-то конкретный, четкий вот совет, но, на мой взгляд, у меня пожизненный девиз – это «под лежащий камень вода не течет», то есть надо что-то постоянно делать, каждый день, понемножку. Вот это я сама себя еще воспитываю, потому что вот ведение соцсетей, если бы я каждый день немножечко, То, оглядываясь через год назад, через год назад, ты бы понял, что ты, опа, у тебя уже тут вот подписчиков сколько. Просто многие люди смотрят: ой, как далеко идти. А вот когда ты уже оттуда, если смотреть оттуда, когда ты уже пришел смотреть назад, да, и у тебя все уже получилось, то это намного легче. По 2 минутки в день это уже немного для того, чтобы просто понять, твое, не твое,
стоит идти или не стоит. И еще самое главное, не бояться. Я вообще вот, ну, я понимаю, что я человек не из пугливых, я вообще не боюсь. То есть металлобизнес, да, пожалуйста, поехали. Ну, то есть вот так. Обломаемся, ну, то есть поймем, что мы ошиблись, да и ладно. Не, ну настоящий предприниматель, ну и вообще, я думаю, это вообще должно быть каждому человеку, что ты должен обучаться все время. Для предпринимателя Конечно, это однозначно, очень однозначно. важно, потому что До мир конца жизни. меняется просто с глобальной скоростью, и мы просто даже, бывает, я там что-то знал, да, и потом уже применяешь, а уже это устарело. Да. Я согласна, поэтому... Это вот как, я, к примеру, к рассылкам. Делают когда-то рассылки, а сейчас... Когда-то мы рассылки делали, когда обзвоны делали, а сейчас эти обзвоны, Да, они... а сейчас, если хочешь, ну, как говорят, если хочешь потерять свой бизнес, закрыть свой бизнес, сделай холодную рассылку. Да, потому что тебя забанят, Да, и да. твоя почта будет Да, уже да, в спаме у да, многих. поэтому очень быстро все меняется, и нужно соответствовать трендам. Я с тобой Да. полностью согласен. И еще, получается, тут важный момент, ты подметила, что человек, получается, сам хозяин своей судьбы. То есть Ну, конечно, не судьба управляет человеком, а именно человек управляет судьбой. Если у него 100%. цель какая-то есть, и он ее не добился, он виноват. Не всегда. Ну, не всегда бывают какие-то факторы. Ну, сейчас попытаюсь сформулировать. Возможно, это просто не его цель. Он этого не знал. То есть вот ты бьешься, идешь к цели, а она как-то недосягаемая какая-то. Да значит, отстань ты от этой цели, это не твоя Есть цель. другой путь. Твоя цель вот может быть та, и ты туда Значит, есть быстро другой путь, дойдешь, получается. конечно, или другой путь, или другая цель вообще. Ты можешь понять, что ты почему-то ты бьешься, а ничего ты не добился. Значит, попробуй что-то по-другому посмотреть на это. Какие-то знаки, их тоже, наверное, надо чувствовать, да, и прислушиваться к себе. Мне кажется, вот вообще, когда ты к себе прислушиваешься, это самый верный путь. То есть, когда, вот так же, как у меня, когда вот сказали, я же тогда даже понятия не имела, я даже сюда ни разу не заходила, он мне просто пришел и сказал, мне вот Владимир Игоревич говорит, типа, возьми в аренду цех. Я говорю, слушай, а давай. Что это, как это, я понятия не имела. А вот где-то сразу отклик был. Поэтому надо себя слушать. Получается, для предпринимателя важный момент – это обучение. Это важный момент, как бы самогармония, да, как это сказать, самогармония с собой, Да, гармония с собой. трудолюбие, Обязательно. что еще, движение, да, Да, динамичность, конечно, и вообще вот коммуникация. Это очень важная составляющая вообще что любого все деньги у бизнеса. людей, да, и Да, потому что ты ничего не если ты заработаешь. не умеешь общаться, если ты не коммуникабельный, то тебе Бизнес лучше не вот для тебя, да? ввязать шарфики. Не, а есть такие люди, которым интересно вязать шарф. А кому-то это нравится, и это очень хорошо, Ну, потому скажи, что каждому свое. Бизнес – это история не про то, ты родился умным или неумным, ты Ну, родился нет, конечно. к этому предрасположенным. Ты что То есть нет. ты сам, получается, в жизни своей решаешь, кем ты будешь. Да, 100%. И ты притягиваешь таких людей, себе подобных, такие ситуации ты притягиваешь. О чем ты думаешь больше всего, то с тобой через какое-то время 100% происходит. Я понял. Юль, спасибо тебе большое. Это очень Пожалуйста. суперское интервью получилось. Друзья, Юля собственник бизнеса. Просто огромная у нее фабрика. И я могу сказать, что если уж она справляется с такими вот мощностями, управляет людьми, то, ребят, ну у вас-то уж точно получится. Занимайтесь бизнесом, не стесняйтесь. Все будет прекрасно, и все у вас получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите несколько комментариев, делитесь этим видео в своих соцсетях. Всех обнял, приподнял. До скорых встреч.